Привет, друзья! Вы на канале Готовим просто, вкусно, быстро. Сегодня у меня макароны с овощами. Для начала подготовлю все продукты. Лук, морковь нарезаю средними кубиками. Я даю свой набор овощей, вы можете использовать любой по сезону. Грибы также нарезаю кубиками. Зелень, у меня укроп, мелко шинкую. Мясо я использую свинину, также нарезаю небольшими кусочками. Сыр натираю на мелкой терке. Вот так. Еще я возьму консервированную кукурузу. Макароны буду использовать твердых сортов. Наливаю на сковороду масло, кладу мясо, солю, перчу, добавляю приправу. Берите какую любите и обжариваю. Затем добавляю лук и морковь, обжариваю. Грибы. Обжариваю их, постоянно помешивая. Добавляю кукурузу и томатную пасту. Слегка все обжариваю. Наливаю воду и ставлю тушиться до готовности мяса. В готовое мясо всыпаю макароны, доливаю воду. Если у вас макароны не из твердых сортов, то воду не добавляйте. Накрываю крышку и довожу до готовности. Пока варятся макароны, приготовлю заправку. Разбиваю яйцо, взбиваю, выливаю туда немного молока, кладу сыр, укроп. Все хорошо перемешиваю. Макароны приготовились. Заливая подготовленной смесью, перемешиваю, посыпаю сыром и зеленью. Ставлю на плиту и довожу до готовности. Готовые макароны выкладываю на тарелку и подаю к столу. Получились они очень вкусные и сытные. А благодаря заправке еще и сочные. Сегодня вашему вниманию хочу представить вот такое блюдо. Готовится она действительно очень быстро и очень просто. Рецепт этот моей бабушки. Она очень любила это блюдо и называла его почему-то царской едой. Почему она так называла, не знаю. Давайте приготовим. Для того, чтобы приготовить это блюдо, нам необходимо отварить макароны. Солим воду. Я отправляю 150 грамм макаронов в подсоленную воду. Макароны можете отваривать сколько хотите, сколько съедите. Накрываем крышку, убавляю нагрев и ставлю на 6 минут. Этого достаточно для того, чтобы сварить макароны. Ставим сковороду и наливаем на нее масло. В разогретое масло выкладываем макароны. Сюда же быстренько выливаем яйца. Все это перемешиваем. Можно обжарить так, чтобы внизу будет хрустящей корочкой, кто любит. А если не хотите, то просто быстренько вот так перемешивайте. Накрываем крышку, и буквально через 1-2 минуты наше блюдо будет готово. Все готово, можно подавать на стол.
Такое блюдо по-царски у нас получилось. Быстро, вкусно. Макароны с мясом и с овощами. Для его приготовления я возьму болгарский перец, помидоры, луковица, морковь. Морковь у меня замороженная. Очень удобно пользоваться такую морковку. Достал, в поджарку ее бросил. Все замечательно, не надо себе тут резать, шинковать, время тратить. И куриную грудку я возьму. Выберите любое мясо, какое любите, но куриная грудка, она просто быстрее в приготовлении. И еще нам понадобится, конечно же, макароны. Вода у меня уже закипела, макароны я отправлю вариться. Нарежу сначала мясо. Кусочки режьте помельче. Мясо порезала, убираю его пока. Будем заниматься овощами. Мелко нарезаю лук. Убираем плодоножку, разрезаем перец. Вынимаем из него семена. Нарезаем его точно так же мелким кубиком. Перец подправляем к луку. Теперь порежем помидоры. Шкурку, конечно, можно начистить у помидоров. Опустить на несколько секунд в горячую воду и снять ее. Но я не буду это делать. Здесь плотная шкурка такая. Резать я буду его тоже очень мелко. Я забыла сказать, что я еще буду использовать томатную пасту. Прям буквально пол чайной ложечки. Но это по желанию вы можете не использовать. Мне нравится, когда такой прям красный-красный получается. Но вот от этих помидоров почему-то нет такого красного цвета. Поэтому приходится добавлять немного томатной пасты. И тоже так прям вот мелко нарезаю его. Помидоры нарезали, все овощи подготовили. Пока я занималась овощами, макароны сварились, я их промыла. Теперь займемся обжаркой. Наливаю на разогретую сковороду подсолнечное масло. Кладу лавровый листик, слегка обжариваю, и чесночок. Масло впитает запах лаврового листа и чеснока, и будет такой приятный запах. Мне нравится, я посмотрела это у одного шеф-повара. И частенько пользуюсь вот этот вариант. Сильно не надо, все вот оно слегка обжарилось. Видите, и сразу вынимаем и выбрасываем все это. Выкладываем мясо, начинаем его обжаривать. Мясо слегка обжарилось, не нужно его сильно обжаривать, потому что это куриная грудка. И чем больше ее жаришь, она будет жестковатая. Выкладываем сюда лук и перец и слегка обжариваем. Я накрою крышкой сковороду для того, чтобы овощи немножко там как бы не только жарились, но и чуть потушились. Слегка помешиваем. Лук обжарился. Добавляем сюда морковь. Тут у меня морковь вместе с зеленью. Немножко укропа я добавила. Люблю я проводить разные эксперименты со всем этим. Можно сюда баклажан добавить. Только их почистите, так тоже будет очень интересно, такой вкусный. Я не буду сегодня баклажан добавлять. Накрою крышкой, пусть готовится. Не забываем все это периодически помешивать, чтобы это не пригорало. Если вам покажется, что масла мало, то можно добавить побольше. Овощи обжарим до готовности, а уже потом я положу помидоры. Если помидоры класть вместе с другими овощами, то овощи будут дольше готовить. Овощи обжарились, добавляем сюда помидоры. Перемешиваем. Накрываем крышкой и нагрев убавляем. Пусть помидоры немножко потушатся. Все это посолим и смешаем. Добавляю немножко томатной пасты, буквально пол чайной ложки. Можете не добавлять, если не хотите. Овощи готовы, все готово, выкладываем сюда макароны. Все перемешиваем. Оставляю жариться макароны, периодически их помешивать, чтобы они не пригорели. Все, они обжарились, выключаем. Томаты посыпали зеленью все. Я сюда использую сухой укроп. Мне кажется, дает больше аромата, чем свежий. Вот именно в таких блюдах. Сюда можно натереть сыр, но я это делать не буду, натру его непосредственно в тарелку. Натираю сюда сыр. Видите, как он плавится хорошо. Посыпаю зеленью укропа. Уже свежей зеленью я посыпаю здесь. Вот такие макароны мы с вами приготовили сегодня.
Это очень вкусно. Запеканку с капустой и макаронами. Да-да, увидела этот рецепт в старинной кулинарной книге. Подумал, фу, капуста с макаронами. Но все же решил приготовить. Необычно же. Да и время приготовления не более 30 минут. И не зря. Получилось очень вкусно. Ингредиенты, указанные под видео, даны на 2 порции. Давайте готовить. Спасибо всем, кто делится моим рецептом в соцсетях, оставляет свои комментарии и ставит лайки. Это самая лучшая оценка моего труда. Первое, что я делаю, шинкую капусту мелкой соломкой. Выкладываю ее в миску, солю, перчу и хорошо ее перетираю. Кладу в сковороду сливочное масло. Я к нему еще добавила немного подсолнечного, но можно этого и не делать. Выкладываю капусту. Добавляю немного воды, накрываю крышкой и тушу до полуготовности. Мне хватило 10 минут. Пока тушится капуста, ставлю варить макароны. Из готовых макаронов сливаю воду и выкладываю их в капусту. Все перемешиваю. Добавляю сюда натертую на мелкой терке твердую брынзу. С плиты все это снимаю. Беру яйца, хорошо их взбиваю. Добавляю к ним молоко. Смазываю сливочным маслом форму для запекания. Выкладываю в нее подготовленные макароны с капустой и заливаю их молочной яичной смесью. Ставлю в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. За 5 минут до готовности я сверху посыпала еще сыр, но этого делать не обязательно. Готовую запеканку разрезаю на порции, выкладываю на тарелки, посыпаю зеленью и подаю к столу. Получилась она очень нежная и вкусная, хороша даже без мяса. Приготовьте, вам точно понравится. А какая вкусная капуста получилась, а всего-то потушилась в масле. Макароник, или его еще называют лапшовник с мясом. Думаю, что такое блюдо придется многим по вкусу и разнообразить рацион. Может, конечно, просто сварить макароны, перемешать их с мясом и съесть, но это будет уже другой вкус и другое блюдо. Ингредиенты вы видите на экране, даны они на 3 порции. Спасибо всем, кто подписывается на мой канал и всем, кто делится моими видео в соцсетях. Если вам интересно, давайте готовить вместе. Первое, что мы будем делать, это поставим варить макароны. Пока варятся макароны, подготовим фарш. Наливаю в сковороду масло, выкладываю туда фарш. Я беру куриный, вы можете взять любой. Перчу его, солю, обжариваю до полуготовности. Затем добавляю туда лук мелко нашинкованный и немного, буквально 2-3 столовых ложки горячей воды или бульона, если есть. Накрываю крышкой и довожу фарш до готовности. Макароны готовы, сливаю из них воду, выпускаю туда одно яйцо, все хорошо перемешиваю. Готовый фарш выкладываю на тарелку, пусть немного остынет. Беру форму, я взяла вот такую, можно взять круглую, смазываю ее маслом. Можно еще посыпать сухарями, выкладываю часть макарон, разравниваю их, затем выкладываю весь фарш. На него можно положить сыр при желании. Выкладываю оставшиеся макароны, вверх смазываю сливочным маслом, это по желанию, сметаной и посыпаю сухарями. Ставлю в духовку на 200 градусов 15 минут. Пока запекаются макароны, приготовим к ним соус бешамель. Готовьте его непосредственно перед подачей на стол, так как его лучше всего есть в горячем виде. Количество ингредиентов для этого соуса вы видите на экране. Даны они на 3 порции. Растапливаю в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавляю туда подсолнечное масло, ввожу муку, все обжариваю и начинаю постепенно выливать молоко. Перемешиваю до однородной массы. Можно дать ему прокипеть минут 8-10, но у меня он получился густым, и я его варил, постоянно помешивая. Если вы хотите соус более жидкий, то добавьте чуть меньше муки. Макароны готовы, достаю их, режу на порции, выкладываю в тарелку и поливаю соусом. Посыпаю при желании зеленью и подаю к столу. Приятного аппетита!